За моими плечами почти 40 лет борьбы за место под солнцем, предательства, обмана, грабежей и убийств. У моих ног весь город и сверкающая пропасть ровно в 1050 футов глубиной. Спросите, откуда я знаю это с такой точностью? Я сам построил это здание. Через мои руки прошел каждый чертеж, каждый его уступ, каждая ступенька знакома мне лучше, чем все эти холеные лица на многочисленных фуршетах. Это здание — шедевр всей моей жизни. Я ни за что бы не позволил затмить его. Фогель, не делай глупостей! Ты даже тут меня нашел, ублюдок. Чарли! Нет, не говори ничего. Я должен сам увидеть. Поехали. Господа, на наших глазах открылась новая страница не только в истории нашей компании, но и в истории всего города. Представляю вашему вниманию высочайшее здание западного побережья Фогель Тауэр. Господа, я пригласил вас, чтобы выяснить, зачем вы желаете приобрести участок земли вблизи моего здания. А какая вам разница? Мы с братом хотим этот участок и готовы предложить вам справедливую цену. Ваша компания терпит убытки, и здание, о котором вы говорите, уже не ваше. По пути в ваш офис мы видели, что там меняют вывеску. Да, Виктор? Борис прав. Ваше бывшее здание теперь принадлежит Мейсбанк. Дела плохи, Фогель. Вашей компании угрожает банкротство, а мы предлагаем живые деньги. Сколько же? 50 миллионов. Вы шутите? Это неслыханно. Слишком много? Можем дать и меньше. Наоборот. Я не знаю, откуда вы там приехали, но в центре нашего города за такие деньги можно купить только место под газетный киоск. Видимо, я не совсем ясно выразился. Но разжевывать у меня нет никакого желания. Через 2 дня к вам подскочит человек с бумагами, и вы все сделаете как надо. Вам придется это сделать, Фогель. Что? Вы сумасшедшие!
Сегодня в нашей студии находится Виктор Ковач, один из владельцев компании Ковач & Ковач, занимающий лидирующие позиции на рынке недвижимости нашего города, после того, как Fogel Building Company была поглощена корпорацией Dynasty 8. Итак, мистер Ковач, позвольте поинтересоваться, каковы планы вашей компании на ближайшее время? Во-первых, хочу поблагодарить всех наших клиентов, благодаря доверию которых наша компания достигла такого положения. Что касается планов, то, пожалуй, самый амбициозный наш проект – высотное здание в центре города, которое мы начали возводить в начале этого года и планируем завершить в течение 3 лет. Я думаю, настала пора объявить широкой общественности, что это здание будет достигать 2000 футов в высоту, и таким образом станет самым высоким зданием не только в городе, но и во всей Америке. Соседнему зданию Мейсбанк не снилось. Мерзавец. Эти 2 ублюдка думают, что смогут втоптать меня в грязь? Я не допущу этого. Джонни, срочно в мой офис. Билл, если мы продадим все активы подчистую, сколько мы можем добыть денег к концу месяца? Мне нужно навести некоторые справки, чтобы дать точный ответ на ваш вопрос, мистер Фогель. Назови мне хотя бы примерную цифру. Я думаю, около 10 миллионов, мистер Фогель. Черт, это сущие гроши для строительства. Ладно, Билл, иди и сделай полный расчет стоимости всех, абсолютно всех активов. Слушаюсь, мистер Фогель. Черт, придется обращаться к партнерам. Господа, я хочу предложить вам уникальный проект. Высотное здание в 3000 футов высотой. Более 200 этажей, невероятно большие площади под продажу и аренду. Всего-то надо собрать каких-то $1,5 миллиарда, для чего я вас здесь и собрал. Что скажете? Фогель, вы сумасшедший! Нашей компании не потянуть такую сумму ради вашей безумной затеи. На что нам это здание, если мы уже выкупили почти треть будущей башни Ковачей? Да и не найдется в городе столько арендаторов, чтобы заполнить еще один исполинский небоскреб. Кстати, давно искал случая вам сообщить, что мы посовещались с партнерами и решили исключить вас из состава правления нашей компании. Что? Ваша доля слишком мала, и мы решили, что выкупим ваши акции. Ковачи, кстати, интересовались их покупкой. Ладно, господа, нам больше не о чем говорить. Знаете, многие считают, что если б я был помоложе и чуть мясистее, то был бы как 2 капли воды похож на Джека Ховинстера. Знаете того известного актера? Тот-то на меня бабы часто западают. Вообще я заметил, что многие обычные люди мне кого-то напоминают. Вот вы, например, если бы не ваши усы, были бы вылитый... Хотите чаевых? Давайте ехать молча. Как скажете, сэр. Да, если бы не усы, был бы вылитый физрук из моей школы. Впрочем, характер у этого парня такой же говнистый. Саймон Симмонс? А кто спрашивает? Человек, которому кое-кто докучает. И он готов щедро заплатить, если его проблемы уйдут в прошлое. Вы с ума сошли? Пойдем, приятель, подышим свежим воздухом. Вы бы еще объявление в газету дали, что ищете киллера.
Бар полон стукачей и прочего отребья. Кто вам сообщил, где меня найти? Один знакомый. Перестаньте уже страдать конспирологией, Фогель. Эти усы вам не идут. Да, я знаю, кто вы. Снимите это недоразумение с вашего лица. Пойдем в мою машину. Прежде всего, хочу расставить все точки над «и». Я работаю в одиночку. Сторонний персонал никогда не привлекаю. Способ устранения цели выбираю сам, исходя из результатов наблюдения. Оплату беру сразу и целиком. Залог моей порядочности – моя репутация. Довольно высокая в определенных кругах. Будь это иначе, вы бы обратились не ко мне, а к кому-нибудь другому, верно? За ваши деньги работа будет выполнена безукоризненно. Полиция никогда не раскроет дело. А если раскроет, то под раздачу попадет какой-нибудь случайный персонаж типа Дворецкого. Надеюсь, вы поняли шутку. Итак, кто должен умереть? Братья Ковач. Ого, понимаю вас. Это будет стоить... 10 миллионов, я думаю, будет достаточно для покрытия риска и издержек. По 5 за каждого. 10? Но это все, что у меня есть. Я останусь нищим, без гроша в кармане, если отдам вам такую сумму. Послушайте, Фогель, сумма окончательная и обсуждению не подлежит. Если вы настроены серьезно, жду вас на пирсе Чумаши с деньгами через неделю. Если нет, тогда этого разговора не было. Доброй вам ночи. Сэр, я все сделал, как вы просили. Полная стоимость всех ваших активов, включая личную недвижимость, ваш автомобиль и офис, $8,5 миллионов. 8,5? Ты же говорил 10. Виноват, сэр, я ошибся. Год от года ваше состояние снижалось, вы работали себе в убыток. Дьявол. Ладно, Билл, в течение недели мне нужны все эти деньги. Продавай от моего имени все, что сможешь продать. Сэр? Да, Билл, я даже не смогу заплатить тебе за следующий месяц, но эту неделю ты все еще работаешь на меня. Сэр, я вас понял, сэр. Разрешите идти? Иди. $8,5. Черт, где бы достать еще пару миллионов? Так, стоп, нет, хотя... Была не была. Доброе утро, Линда. Не подскажете, где можно найти мистера Розенбаума? Да, очень срочно. Дома? Адрес не подскажете? Да говорю же вам, срочно. Да-да. Спасибо, я ваш должник. Мистер Розенбаум, это Гарольд Фогель. Извините, что беспокою вас, но это вопрос буквально жизни и смерти. Мне очень срочно нужно с вами поговорить. Спасибо, захожу. Стойте на месте, Фогель. Горничная только что помыла полы, а вы с улицы. Милый, я в теннисный клуб. Дома буду вечером. Что вы хотели, Фогель? Мистер Розенбаум, мне буквально не к кому обратиться, кроме вас. Я хочу попросить у вас одолжение. Сколько? 1,5 миллиона. Я не дам вам ни цента, Фогель. Ваша песенка спета, и вы со дня на день станете банкротом. По правде говоря, не стоило вас даже на порог пускать. Вдруг заражусь от вас и тоже стану неудачником. Словом, убирайтесь, конченый вы человек. Ах, ты, старая гнида!
Пупсик, я забыла сумку. Вау! Послушайте, я не знаю, что на меня нашло. Надо же, он сдох! И правда сдох? Мисс? Зови меня Джилл. Да тебя сам Господь послал, красавчик. Всегда мечтала, что эта свинья отбросит коньки, и я смогу как следует пошарить у него в сейфе. Да все никак случая не находилось, а тут ты. У него есть сейф? Да, в спальне. Код я знаю. Слушай, сладкий, раз все так обернулось, то мы поделим эти деньги. Ты все-таки помог мне избавиться от этого ублюдка. А труп? Как с ним быть? Полиция... Предоставь это мне. Вскрытие и расследование показало, что мистер Розенбаум пытался встать, принимая ванну. Поскользнулся, ударился головой о водопроводный кран, потерял сознание, упал и нахлебался мыльной воды, что и привело к смерти. Вы уверены, что нападение исключено, док? Абсолютно. С этой смертью все ясно как два пальца. Как? Расслабься. Я знаю толк в этих делах. Пришлось подмазать этого чурбана, конечно, но дело того стоило. Для тебя такие дела не в новинку? Слушай, я повидала в жизни всякого дерьма. Приходилось делать разные вещи. Ладно, поехали за деньгами. Они в отеле. Эй, ты что творишь? Сколько тебе отстегнули за такую экспертизу? Я не понимаю, о чем ты? Прекрасно понимаешь. Такую продажную крысу, как ты, еще поискать. Знаешь, я тебя давно недолюбливаю. Быстро говори, кто и сколько тебе заплатил, иначе я пристрелю тебя как собаку. Не делай этого, Льюис. У тебя будут большие проблемы. Никаких проблем у меня не будет. Вызову наших ребят, скажу, что раскрыл твой обман, а ты оказал сопротивление при аресте. Я более чем уверен, что при повторном, независимом вскрытии тела Розенбаума обнаружится серьезное расхождение с тем, что ты мычал у стола час назад. Говори, ублюдок, я пощажу твою жизнь. Отделаешься лишь сроком. Ладно, ладно. Мне заплатила та брюнетка, что приходила на вскрытие. Штуку баксов. Льюис, у меня больные почки, мне нужно оплачивать препараты. От чего на самом деле умер Розенбаум? Говори. Ему проломили череп чем-то вроде кочерги или небольшого лома. Льюис, я старый больной человек. В тюрьме тебя вылечат. Пока за тобой не явились наши ребята, напиши завещание. До выхода из тюрьмы ты вряд ли доживешь. Адьос.
В каждой сумке примерно 2 миллиона. Одна из них твоя. И мы разбегаемся и забываем обо всем произошедшем. А ты этого хочешь? Куда потратишь деньги? Есть одно дело, можно даже сказать дело чести, дело моего доброго имени. Забавно. Мы убили и ограбили человека, переспали в конце концов, а я до сих пор не знаю, как тебя зовут. Гарольд. Гарольд, ты сейчас полежишь, потом встанешь, оденешься и просто уйдешь, да? А у тебя есть другие варианты? Ну, может, нам с тобой по пути? Я знаю много разных штучек. В иных делах без женщины не обойтись. Ты о чем? Ладно, забудь. Просто я немного опасаюсь женщины, которая так ловко скрыла убийство своего... Ну, ты поняла. Ты что, думаешь получить от меня нож в спину? Нет, Гарольд. Так не будет. Ты мне нравишься. В тебе есть что-то такое... Не знаю. Мы могли бы сработаться? Ты так думаешь? Ладно. Если вдруг передумаешь до утра, скажешь. Джилл, ты уверена, что хочешь в этом участвовать? Если бы не хотела, ты бы приехала сюда на такси. Да, ладно, я пошел. Удачи, милый. Рад, что вы не передумали, мистер Фогель. Я не вижу у вас в руках денег. Да и не утащить в одиночку 10 лямов, если нет приятелей-грузчиков. Онлайн-перевод? Да, говорите счет. Спасибо, перевод получен. Не пройдет и 10 дней, как братья Ковач скончаются. Следите за новостями и рекомендуйте меня своим друзьям. Привет, мистер Фогель. Тихо, не шевелитесь и не пытайтесь кричать. Я хочу с вами поговорить. Что? Что вам нужно? Почему вы здесь? Что с Ковачами? Понимаете ли, какое дело, мистер Фогель? Вышло так, что братья Ковачи откуда-то узнали о заказе. За вашу голову они мне также предложили 10 миллионов. И я оказался на распутье. С одной стороны, одна цель проще двух. С другой стороны, от вас заказ поступил раньше, и я, как человек, дорожащий своей репутацией, не могу выполнить ваш заказ позже. Оу! Ваша курочка, мистер Фогель. Кто этот мужик? Милая, это Саймон Симмонс. И он... Короче говоря, мы с ним беседуем. Интересная поза для беседы. Послушай, милая, я не хочу лишних проблем. Поэтому просто сходи к бару и принеси нам выпить. Так вот, мистер Фогель.
Я надеюсь, вы поможете мне принять решение и дадите, скажем, пару миллионов на оплату непредвиденных расходов по исполнению заказа. Безусловно, это склонит чашу моей совести в вашу пользу. Ты принесла нам выпить, золотце? Нет. Не делай резких движений, Саймон. Я ходила в тир и умею стрелять из этого малыша. Полегче, красотка. Я тоже умею стрелять. И, как видишь, мы с твоим мужиком сейчас пытаемся утрясти некоторые рабочие моменты. А ты хочешь все испортить. Я все слышала. 2 ляма, они у меня есть. Но вот стоит ли отдавать их тебе? Черт, кто это? Я не знаю. Криминальная полиция Лос-Сантоса. Откройте. Что за чертовщина? Кто-то вызвал полицию? Так, милая, убирай свою пушку подальше и скажи, где у вас можно спрятаться. Не хочу встречаться с копами. Ванная там. Только без глупостей, я буду слушать. Иди и открой офицеру дверь, мистер Фогель. А ты, детка, ступай со мной, чтобы у мистера Фогеля не возникло нездоровых побуждений сдать меня с потрохами. Вы Гарольд Фогель? Да, это я. С кем имею честь? Детектив Льюис, ЛСПД, убойный отдел. Я видел вас на оглашении результатов вскрытия Розенбаума. С вами была высокая брюнетка в солнцезащитных очках. Вы знаете, кто она? Если честно, нет. Мы с ней познакомились у входа в морг. Я хотел взять. То есть я взял у нее номер телефона, но он оказался никуда не годным. То есть она дала мне чужой номер, да. Очень жаль, мистер Фогель. У следствия есть все основания предполагать, что эта женщина подкупила коронера. Розенбаума убили. Очевидно, брюнетка имеет непосредственное отношение к убийце. Ладно, если что-нибудь вспомните, мистер Фогель, позвоните, пожалуйста, по этому номеру. Хорошо, детектив. Скажите, могу я воспользоваться вашим санузлом? Там унитаз забит. К сожалению, вам не стоит туда заходить. Сочувствую, но мне только руки помыть. Ага, кажется, ванная вон там. Спасибо, мистер Фогель. Милый, куда ты дел полотенце? Кто вы? Не смотрите на меня! О, боже! Извините великодушно, мистер Фогель. Не хотел побеспокоить вашу... даму. До свидания. А ты сомневался, что я буду тебе полезна. Да уж, Фогель, девочка у вас что надо, смекалистая. Повезло вам с ней. Но вернемся к нашим баранам. Деньги будут. Поехали в банк. Заберу их из ячейки и передам тебе. Не скучай, милый. Детектив Льюис? Детектив? Это Дженкинс из экспертного отдела. Мы посмотрели записи камер наблюдения у морга и смогли разобрать номер машины той женщины из дела Розенбаума. Также на записи видно, что к ней в машину садится Фогель. Они о чем-то говорят и затем уезжают. На ее машине? Да. Я вам отправил эти кадры и увеличенный номер на e-mail. Спасибо, Дженкинс. Сели в машину, поговорили и уехали? Фогель чего-то не договаривает. Однако надо пробить номер, который прислал мне Дженкинс. Добрый вечер, это транспортный отдел? Детектив Льюис из убойного беспокоит. Я отправил вам фотографию номера машины, хотелось бы узнать, на чье он имя. Так, Джиллиан Мэй Макинтош.
А можно скан ее водительских прав? А, вы уже отправили на e-mail. Огромное вам спасибо. До свидания. Знакомое лицо. Где же я ее видел? Черт, это же баба Фогеля. Неожиданный поворот. Надо его потрясти как следует. Мистер Фогель, это детектив Льюис. Нам надо поговорить. Фогель, откройте дверь, иначе мне придется войти силой. Хорошо, что за эти 2 миллиона мы сможем наблюдать за исполнением твоей мечты. О, да. Скорее, он уходит. Джилл, возьми эти деньги, езжай в аэропорт и купи 2 билета до Либерти на полуночный рейс. Нам нельзя дольше оставаться в этом городе. Я должен закончить начатое. Встретимся в аэропорту. Скорее. Алло, полиция! Тут у башни Мейсбанка перестрелка. Какой-то мужик гонится за Ковачем, застройщиком. Его еще по телеку показывали. Да откуда я знаю? Я ж не коп. Ленивые черти. Диспетчер. Свободным экипажем. Нападение с применением огнестрельного оружия у башни Мейсбанка. Свидетель сообщил, что опознал одного из подозреваемых как Ковача. Прием. Вас понял. Говорит детектив Льюис. Запрашиваю подкрепление. Диспетчер, высылайте отряд спецназа к башне Мейсбанка.
хотел грохнуть меня? Смерть Бориса твоих рук дело, и ты заплатишь сполна. Сначала я прострелю тебе оба колена, потом всажу пару пуль в живот и буду наблюдать, как ты подыхаешь. Извини, приятель, контракт я выполнил, а дальше уже не мое дело. Сдавайся по-хорошему, Фогель. Мне все известно про Розенбаума. Бежать больше некуда. Здание, построенное мной, поможет мне сделать последний, самый важный шаг в моей жизни. Экстренные новости. Этим вечером были убиты известные бизнесмены, братья Ковачи. Также погиб, упав с крыши, Мейсбанк не менее известный Гарольд Фогель. Полиция пока